по полям, белый грузик едет к вам. А? Ты собрал свою бригаду и поехали работать на объект. Всем привет! Сегодня у нас будет очередной выпуск про грузовичок. Мне нравится снимать выпуски про грузовички, у меня есть их много. У меня есть выпуск про даже эвакуатор, где я пытался сам эвакуировать свой микроавтобус. Кто не видел этот выпуск, он будет в подсказке, либо в описании, ссылка будет обязательно, гляньте, поприкалывайтесь. Даже у меня, между прочим, был выпуск давнешний и про кран-манипулятор, между прочим. Ну, то есть про грузовички мы снимали активно. У нас сегодня грузовичок Toyo Ace, достаточно свежий такой, это практически уже начало 2000-х, вполне себе приличный, видите, в хорошем состоянии, чистенький, целенький, никакой не побитый, хотя, разумеется, для таких машин состояние легкой побитости это нормально, потому что это все-таки автомобили рабочие. Но здесь мне интересненько именно тот момент, что он четырехдверный, видите, то есть он четырехдверный. Они, кстати, на удивление, бывают шестидверные даже. Я не знал раньше, что они такие бывают. Я думал, это все какой-то фотошоп, картинки в интернете или самодельные это какие-то штуки. Нет, бывают даже шестидверные грузовички, заводские такие бригадники. То есть ты собрал свою бригаду и поехали работать на объект. Естественно, и с таким тоже нужно поступать именно так же, да? Также собрал всю свою тусовку и поехал по бабам. Собрал бригаду, мы с первого класса вместе и бухаем тоже вместе, да. Цена, конечно, у подобных грузовичков, ну, серьезная вполне себе, то есть они могут стоить 800, миллион, ну, то есть все зависит от года, от состояния, от комплектации, то есть они, кстати, бывают даже пожирнее, ну, в плане там стеклоподъемники, кондиционеры, печки и прочие всякие плюшки, подогревы сидений, прикиньте, я даже реально, только когда я порылся глубоко в каталогах, я нашел, что уже начиная с середины 90-х бывали версии с подогревами сидений, представляете себе. А совсем у свежих это вообще чуть ли не норма, когда есть подогревы сидений. Ну ладно, но в любом случае, да, его приобрести это... Ну, задача, короче, их надо ездить, смотреть, выбирать. Но сейчас для эффективного и быстрого поиска правильных нужных объявлений есть специальный инструмент – сервис Автокод Поиск, который ищет одновременно по всем популярным сайтам объявлений. То есть вы забиваете свои фильтры, запрос и сразу смотрите везде все правильные варианты. Ну, согласитесь, удобно, когда можно одновременно за раз просматривать объявления со всех популярных сайтов. А еще в сервисе можно настроить уведомления, чтобы как только появятся свежие объявления по вашим запросам, по вашим фильтрам, характеристикам, вы смогли первым успеть позвонить владельцу. Перекупы не пройдут, да? Ну, а уже потом, когда у вас есть хорошие варианты, стоит их проверить через сервис автокод.ру. Уж поверьте, даже с рабочими машинами стоит быть осторожным при покупке. Автокод.ру замечательно проводит проверку даже праворульных автомобилей, а не только тех, у которых ВИН-номер. К слову, я рекомендую использовать мобильное приложение, оно очень удобное, как по мне. У меня, как всегда, заготовлен любопытный пример. Кстати, тоже двухкабинник, 4 двери. Объявление шик, не каждый про свой любимый морковник так напишет. Владельцев всего 6 за 16 лет в России. Ну, не так уж и плохо, но расстраивает наличие ограничений, хотя это тоже, конечно, вопрос индивидуальный, и расстраивает, что все-таки выявилось, что было таки ДТП. Попали вперед, то есть в кабину. Я, конечно, понимаю, что у грузовиков кабина эта штука заменяемая, да, то есть ее можно с рамы снять, поставить другую. Но, извините, скрывать подобные вещи в объявлении не стоит. Писать, нет, не было ДТП, а и причем сразу же вылезает серьезное ДТП было. В остальном все нормально, машина не в розыске. На ней не таксовали. Изменений в конструкцию тоже официально не вносилось. Хотя, знаете ли, в каком-нибудь грузовичков Газелькин в Москве их вполне можно использовать. С любой абсолютно машиной можно попасть на не очень удачное объявление, да, не очень честных продавцов. Поэтому я всегда рекомендую перед покупкой проверить автомобиль через сервис автокод.ру. Тем более, что специально для зрителей моего канала по ссылке в описании вы получите 3 дня бесплатного доступа к сервису автокод.ру. Ну и, конечно, к сервису Автокод Поиск. Натурально для
работы с дачей какой-нибудь, для какой-нибудь постройки, еще что-нибудь, я выбрал бы лучше такой грузовичок, чем даже какой-нибудь пикап. Тем более, что здесь нету вот этого недостатка обычного грузовичкового, что нету второго ряда сидений. Здесь-то второй ряд сидений есть. Реально двухкабинник — это офигенный выход. К тому же дизель, надежный крепкий дизелек. Расход, соответственно, адекватный, у него в пределах там где-то литров 12, даже угруженного. Ну, то есть неплохо, вполне можно использовать очень даже с удовольствием. К тому же они реально имеют спрос, вы его запросто потом перепродадите, когда он вам надоест или когда вы закончите строить. На нем можно зарабатывать вполне себе, я вам так скажу. То, что у него по документам там грузоподъемность в районе тонны, это ни о чем особенно не говорит. Грузят их чуть ли не в 2 раза больше. И нормально дизелек вывозит. Просто, конечно, будет ехать потихоньку. Двигатель, разумеется, далеко не тихий. То есть он тарахтунством-то своим может, конечно, со временем заколебать. Но я думаю, что можно шумоизолировать нормально вот эту вот верхнюю часть, крышку, вот это вот все дело. И будет немножко потише, получше. И вибрирует, особенно на холодную садишься, и вот так вот прямо, такое вот трихомудие такое присутствует. Четенькие, слушайте, четенькие какие передачи, а! Он на рессорах. Е-мое, по полям, белый грузик едет к вам, а? Из-за того, что у нас здесь есть перегородка, ну, между первым и вторым рядом сидений, целиком все пассажирское сиденье закинуть назад вот так вот открыть нельзя. У нас здесь открывается только часть сидения. Ну, доступ, ну, конечно, ограниченный к двигателю. В любом случае, это понятно, что вот на самом деле вот эту штуку, всю перегородку можно разобрать. Крышку можно там тоже снять. В принципе, можно разбалдить крепление водительского сидения. Здесь тоже можно открыть. Центральная консолька, она тоже на болтах, вот эта центральная часть. То есть здесь, если уж на то пошло, все разборно. То есть все можно вот полностью, двигатель вообще замечательно открыть. И причем, благодаря тому, что это все-таки грузовик, ну то есть он высокий достаточно, здесь даже без ямы, например, можно менять масло. Разумеется, у нас грузовик дизельный. Конечно же, причем с серьезным дизелем. 2,8 объем, 3L. Этот дизель, между прочим, известен далеко не тем, что его ставят в грузовички. Он известен тем, что его ставили в 70-й Prado, Land Cruiser Prado. То есть это вполне себе неплохой такой мотор. Атмосферная версия, не турбовая. Он примерно 80 лошадиных сил всего лишь. Но вы, естественно, сами понимаете, у него достаточно много крутящего момента. Достаточно ресурсный мотор. В принципе, да, даже с завода заявленный ресурс там 1400. Но, конечно же, он ездит намного больше. Но владельцы, я уверен, не дадут соврать в комментариях, знают у него пару таких достаточно серьезных недостатков. Хотя, на мой взгляд, они связаны с обслуживанием и, соответственно, не такие уж и серьезные. Во-первых, двигатель ременной, у него ремень ГРМ. И при обрыве ремня ГРМ у него, разумеется, не только гнет клапана, а еще и может лопнуть распредвал. Ну и у него нет гидрокомпенсаторов, надо регулировать зазоры клапанов. Тоже этим многие не любят заниматься, потому что даже в сервисах обслуживание и ремонт дизельных двигателей всегда дороже, чем бензиновых. Поэтому, если это тем более у тебя рабочая машина, желательно иметь место, где машину можешь сам чинить, обслуживать. И желательно научиться хотя бы вот подобным процедурам, как, например, регулировка клапанов. А в целом двигатель больше проблем доставлять не будет. На удивление, он цельно-чугунный. У него и головка блока цилиндров чугунная, и блок сам по себе чугунный. Ну, то есть, соответственно, трещины, поводки у него, менее вероятны, чем в случае с алюмишками. То есть, вероятность перегрева 3L меньше даже, чем у легендарного КЗ-то. Мне у него подлокотника не хватает. Вот здесь вот слева. Да, в принципе, справа-то нормально, тут есть какой-то выступ на двери, а слева мне не хватает. У него педаль сцепления находится как бы слева от рулевой колонки, а остальные педали справа. И получается, ты сидишь маленечко, ноги вот так в растопырочку чуть-чуть. Ну, это я вам просто, чтобы передать ощущение от езды. Конечно же, я уверен на 1000%, что подобный транспорт должен быть на механической коробке, 100%. Но они, конечно же, бывали и на автоматической коробке. Разумеется.
Они бывают заднеприводные и полноприводные. Естественно, полноприводные дороже, полноприводные ценятся выше, но в любом случае заднеприводных больше. У нас вот тоже сейчас заднеприводный. Конечно же, я знаю историю этой машины, что человек пересел на подобный грузовик, только полноприводный, как раз потому что на заднеприводном, когда он куда-то развозил, в общем, грузы, он частенько застревал. Но мы с вами, те, кто особенно постоянно смотрит мой канал, знают рецепт. Нужно поставить в задний мост блокировку, и тогда все будет хорошо. Рекомендую всем, кто на заднеприводных микроавтобусах и на грузовичках, поставить блокировку. Если что, выпуски про то, как я ставил блокировку в задний мост на свой микроавтобус, будут ссылки на эти видео в описании. Можете посмотреть, там вся подробная информация. В среднем затрат 1020, а потом у тебя машина просто небо и земля. Ты наконец понимаешь, что даже на заднем приводе не надо класть мешок в багажник с песком зимой, и все равно ты будешь нормально ездить. Так что выход всегда есть. Смотрите, я на какие моменты обратил внимание. В нашем конкретно шторочка вот эта от солнца козырек только один. Ё-моё, он должен быть и второй, но там заглушки. Реально, ну типа на заводе думали, да не, можно и не ставить, только для водителя сделаем. Тахометр есть, да, не просто, знаете ли, абы как. Все-таки, да, нам как же нужен тахометр на дизельном грузовике? Крутить в красную зону. Кондиционер, печечка, что еще нужно? Вы посмотрите, какие прикольненькие кармашки, нормальные подстаканники. А? Вот я теперь знаю, откуда китайцы берут вот эти заглушки. Смотрите, нормально, вот, все четенько. Здесь классная вот эта сделана выемка. У нее очень сильный наклон и очень высокий бортик. То есть, если ты сюда что-то кладешь, о, что я вам продемонстрирую даже. Сюда что-то кладешь, оно точно не улетит никуда. То есть, потому что там глубоко. Знаете, я всегда балдею от зеркал. Зеркала на грузовиках, вот на этих стойках, вот эти вот большущие лопухи, мне очень нравятся. Серьезно, я и себе на микроавтобус, наверное, сам как-нибудь приделаю, приварю, чтобы у меня вот была вот такая же агрегатина. Чтобы вот это было круглое сферическое зеркало и большое зеркало вот такое боковое. Для парковки носом идеально. В это кругленькое зеркальце я четко вижу свой нос у машины. Бескапотные грузовички, именно вождение, это очень удобная вещь. Конечно, там, я знаю вот эти все разговоры про безопасность. Езди потихоньку, аккуратно, и все будет с тобой безопасно. Что-то я себя так придвинул, что мне прямо деться некуда. Да что ж ты будешь делать-то? Если водительское сиденье нормально все регулируется, наклон спинки вперед-назад можно двигать, то пассажирское сиденье никак толком не регулируется. Во-первых, потому что сиденье — это крышка двигателя, а спинка — это столик, который вот так вот отщелкивается и кладется вот здесь. То есть, соответственно, если едет только водитель и никого сюда спереди не посадил, а пассажиры только сзади, можно использовать этот металлический столик. Тут, кстати, можно, даже когда и оно в виде спинки, тоже иметь какую-то пользу. Видите, тут сеточка такая, правда, уже растянутая. Но это дело житейское, это можно и поменять. Подголовник — это просто штуковина, прикрученная на болты к вот этой перекладине, которая разделяет передний ряд и задний ряд. То есть он никак не прикреплен к самому сиденью. На втором ряду классно. Во-первых, здесь очень много места. Здесь места достаточно для ног, кстати, для коленок. То есть вот этот вот кожух, который накрывает мотор, он сюда не сильно выступает. Здесь очень даже неплохо. Скамейка, здесь скамейка, она не твердая, она мягкая. Это я читал тогда отзывы, там типа, ой, ну вот, ну могли бы хоть мягкую скамейку сделать. Она мягкая, нормальная скамейка, ё-моё. Он вообще рессорный, он такой мягкий. Вот слушайте, мне сразу здесь хочется легкого тюнинга, например. Смотрите, здесь вот эта перекладина металлическая, да? То есть берем сварка-болгарка, мы сюда можем сделать сами, то есть их не предусмотрено с завода. Мы можем сделать сами раскладные столики, чтобы можно было здесь сидеть, что-то делать. Сделать здесь какой-нибудь бокс, что-нибудь такое для хранения. То есть здесь прямо простор для приятного тюнинга. Здесь, конечно, нету никакого бардачка позади спинки второго ряда, да, соответственно. Но
можно много чего класть под сиденье. Это, во-первых, скамейка сама по себе складывается, то есть можно даже эту часть кабины использовать для каких-нибудь баулов. Но еще и когда ты просто едешь, можно под низ, под сиденье что-нибудь запихать. Сумки, рюкзаки, все это можно положить туда. Мне, короче, кажется, что если уж покупать грузовичок, скажем, для строительства дачи, в деревню люди там в частный сектор какой-нибудь переезжают и начинают какое-нибудь свое строительство и сами что-то делают, покупают такой грузовичок. Именно надо брать 4-дверку, потому что в таком случае ты, в принципе, можешь и по своим каким-то делам жизненным кататься, и семью можно спокойно в нем возить. А что нет-то? У него нормально здесь место достаточно, что ремни сзади есть, пристегни детское кресло, езди на здоровье, что нет-то? И в то же время большой кузов, куда ты все свое хламье, все свои доски и какой-нибудь там гипсокартон можешь складировать. Давайте кузов рулеткой померим. Давайте, у нас здесь машина без переделок, то есть у нее никто не удлинял, никак не переделывал кузов, то есть сейчас вы как раз увидите именно ее реальные заводские габариты. Я, наверное, даже его открою, все его вот эти штучки расстегну. 2 метра и 5 сантиметров получается. Хорошо. И в ширину 1,56 м. Ну, в общем, вполне вместительно. Естественно, в наше время уже гаишники серьезно придираются, когда борта у подобных грузовичков наращивают. Но в любом случае пользоваться можно, и люди ездят, и все такое. А самое это главное, смотрите, с недавнего времени запретили ввозить праворульные грузовички. Поэтому у тех, кто хочет подобный транспорт, придется пользоваться бэушными. Придется разыскивать хорошие экземпляры старичков. Вот это, кстати, как по мне, как раз хороший экземпляр старичка. Слушайте, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мне понравилось, как я сегодня время провел. Слушайте, на удивление руль чувствительный, а? Вы чё? Это грузовичок же. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети. Все полезные ссылки будут в описании. И всем пока!